Всех приветствую! Сегодня мы с вами разберем новый индикатор Pump Detection для обнаружения пампов, ну и в том числе дампов. Давайте с вами начнем, из чего он состоит. Ну, в первую очередь, визуальной составляющей вы видите метки на графике на покупку и на продажу, пронумерованы. А также таблица с определенными показателями индикаторов, их здесь 7, которые сочетаются в один итоговый сигнал, и также дополнительные фильтры для данных сигналов. Итак, давайте перейдем во внутренние настройки. В первую очередь здесь есть pump минимум и pump максимум. Это рамки индикаторов вот этих 7, которые, собственно говоря, показывают отклонение от нормы. И здесь мы можем видеть, что у каждого сигнала, например, давайте чуть-чуть больше возьмем, штук 10 здесь с таблицы. И посмотрим, что у нас вот здесь хорошие сигналы, да, 44-й, 45-й. 44-й так вообще самое начало пампа определил. И этот сигнал, он содержит в себе определенные показатели 7 индикаторов, начиная от 2,99, да, заканчивая максимально 13,96. То есть мы можем ограничить условно рамками 2,9 и здесь поставить 14. Да. И у нас останется как раз вот этот вот сигнал, остальные какие-то другие сигналы исчезнут. Да. Здесь у нас будут некие паттерны складываться определенных сигналов, которые у нас показывают определенный вход и выход объема. Таким образом мы настраиваем рамки отклонений от нормы. Помимо этого в настройках есть для второго индикатора, это, собственно говоря, таймфрейм дополнительный, с которого он накапливает объемы и высчитывает отклонение от нормы. Здесь по умолчанию 1 день. В целом можно посмотреть на недели и на месяцы, но я для быстрого реагирования ставлю 1 день. Дальше 3 типа EMA здесь бегущая, скользящая, средняя, дема и дема. Это как такие базисные скользящие средние, которые показали на тестах самый лучший результат. Собственно говоря, бегущая, скользящая, средняя показывает больше сигналов. Да, вы можете видеть, что сигналов на ней 161. Дема – это что-то среднее между ними, да, и будет сигналов в итоге 78. А тема – это такая точечная, быстрая, 53 сигнала всего у нас показывает на 3 минутах на истории графика. Дальше это, соответственно, длина средних скользящих. Я здесь по умолчанию подобрал 24, да, показатель. Этот показатель можете менять, исходя из, опять же, рамок отклонений. Это дополнительный TF для пятого индикатора. Он у нас служит для совпадения на меньшем таймфрейме. То есть, например, я ставлю 5 секунд, и он у нас будет отображать именно те совпадения с 5-секундным, то есть 3 минуты у нас сейчас текущий TF графика, и он будет совпадение с 5-секундным по данному индикатору искать по объему. Собственно говоря, это как дополнительный фильтр. Как видите, вообще 9 сигналов осталось. Да, если мы включили его 5 секунд, если 10 секунд, чуть-чуть побольше будет. Да, сигналов будет 14. Таким образом у нас есть какие-то общие параметры настройки индикатора. И давайте переходить к фильтрам. В первую очередь это пауза, да, баров между сигналами. Если мы ставим 5, да, то вот здесь сигнал исчез, по-моему, здесь сигнал исчез. То есть между сигналами у нас, соответственно, должно пройти 5 баров. Да, пауза в 5 барах. Мы сейчас сначала простые разберем, потом более сложные. Дальше подряд 2, то есть это некий паттерн, да, когда у нас 2 подряд сигнала идут, у нас, соответственно, второй остается. И таких паттернов у нас раз, два, три. То есть здесь 2 сигнала подряд, сначала на одной свече, потом на второй свече. Такой паттерн повторения сигналов подряд. Это дополнительный фильтр. И противосигнал – это, собственно говоря, просто противоположный сигнал. Этот пришел, после него противоположный, потом 20-й, после него 21-й. Да, можно видеть, что какая отработка вообще в целом по сигналу. 18-й пришел, 19-й там закрылся, 20-й пришел, 21-й закрылся, достаточно хорошее движение, 22-й, 23-й чуть-чуть там в минус. Здесь 24-й у нас не очень, да, пришел. Его опять же можно посмотреть и отфильтровать уже по другим критериям данного индикатора. Поехали дальше. Противосигнал убираем. Пауза нам не нужна сейчас. Следующий объем за 24 часа. Собственно говоря, это как действует как на одну пару, да, вы подбираете конкретные настройки, так и вы можете для списка пар настроить данный сигнал.
вот, и он вам будет отфильтровывать пары, только у которых за последние 24 часа прошел определенный объем. Например, там свыше 100 миллионов, свыше 1000 миллионов, да, в смысле миллиарда долларов. Вот, и таким образом отфильтровывать сигнал. Например, давайте вот посмотрим, ну, вот этот сигнал 44, да, и 45. 44, он у нас показывает 1459 миллионов, 1500, да, условно, 1500. Ну и вот, например, нам нужны отфильтровать другие, да, которые были после него. Ну, мы так и ставим здесь 1500, вот, максимально. Ставим, и у нас вот эти вот сигналы сейчас пропадут, и останутся только те, которые у нас были. Ну, вот как раз мы отфильтровали вот этот вот сигнал, который нам дал ложный вход импульса, да, вот этого вот свеча. Вот, собственно говоря, он исчез, и у нас остались достаточно хорошие точные сигналы. После этого у нас как бы небольшая коррекция. Этот вообще на пампе. Ну, опять же, вот здесь как бы можно видеть, что сигнал-то пришел на самом деле по закрытию свечи вот здесь, да. Но если переходить, я в том числе рассматривал эту ситуацию на минутном таймфрейме, и дальше 15 секунд, 5 секунд, переключаться на более меньший таймфрейм и смотреть уже сигналы оттуда, да. Если мы на 15 секунд переключимся сейчас, долистаем, я надеюсь, до этой ситуации, если нам вообще хватит историй на графике. Давайте проще сделаем. Давайте сейчас 3 минуты обратно включим и посмотрим, какая-то дата была. Дата это 24 20:00. 24 20:00. 15 секунд. И смотрим 24 24 20:00. 20:00. Так, 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 вот он, перейти к дате. Сейчас посмотрим, хватит ли у нас истории. И нет, не хватило. Значит, что нам можно сделать? Ну, 30 секунд давайте попробуем. И тот же самый перейдем к 24 к 20:00. И тоже, да, не хватает у нас, к сожалению, истории. Вот, ну, на минутном графике я смотрел, там, соответственно, этот бар, он не особо поделился, вот, то есть, ну, наполовину, да, так скажем, вот здесь вот пришел сигнал, вот здесь вот он реализован был, и после этого как бы мы могли еще забрать движение в 41%. Ну, тоже достаточно, да, хорошо. Вот, независимо от таймфрейма, здесь сигналы редкие, они нечастые, вот, потому что они в себе соединяют и сочетают 7 различных индикаторов, которые в том числе прогоняет разные параметры объемов, изменения скорости цены и так далее и тому подобное, в том числе волатильности и многих других индикаторов, которые связаны в том числе с изменениями вот такими резкими на рынке, пампы и дампы, да. Идем дальше. Объем убираем, объем 1 час, да, то же самое. Мы можем посмотреть, какой у нас сигнал хороший, да, 44-45 берем за основу и увидим, что здесь 101, да. 101, ну, давайте можно свыше 100, например, поставить, какие-то меньшие сигналы отфильтровать до 900, например, давайте вот так. Вот стать до 900, и вот можем видеть, что всего лишь 6 сигналов у нас подходят под данный фильтр, данный критерий. Вот. Идем дальше. Это объем свечи текущий, на который пришел сигнал. Например, да, если брать, опять же, первый, он же у нас до этого, если мы отменим фильтр, с какой он у нас был? Он у нас был 44, да, 44. Текущая свеча было 13 миллионов, да, то есть вот до 14 можно поставить, до 14, да, объем свечи. До 14, вот, и у нас вот эти вот сигналы вообще все пропали. Вот видим четкий здесь импульс начала зарождения, да, и вот здесь вот начало зарождения пампа. Ну и так же, как и здесь дампа, да, то есть вообще, по сути, он более до этого ранний был сигнал, вот этот вот, да, вот этот 48-й. Можем посмотреть, сколько у него было, 44, да, ну, достаточно уже сильный. Вот. Опять же, рамки можно подкорректировать, здесь, например, поставить 1,5. Я думаю, здесь какие-то дополнительные сигналы добавятся, нет? Нет, давайте еще чуть-чуть поставим единицу, например. И у нас, наверное, да, вот 306 вот сигнал. Если нужно больше сигналов посмотреть, ставим сюда хоть 30, хоть сколько. Вот, и у нас сетка сейчас бабах растянется очень сильно. И вот видим 306 сигнал, какие у него показатели как раз были. Вот. И можем, исходя из этого, подкорректировать. Да, у него самый минимальный 1.13 был. Вот, поэтому мы, собственно говоря, можем на 1.1 поставить. А вот это у нас будет 257, вот он сигнал. И таким образом мы настраиваем под либо отдельную пару, либо под список пар. Опять же, смотрим паттерны и закономерности, которые происходят на
определенного объема торгов за сутки пар, вот, и подстраиваем под список пар. Дальше диапазон свечи. Диапазон свечи. Давайте с вами вот эту вот штуку чуть-чуть сократим. 10 поставим, 10. Вот, и опять же возьмем 44 сигнал. Он у нас показывает в процентах то, что эта свеча была 4,74%. Давайте с вами даже проверим этот факт. Проверяем 44-ю свечу, и она 4,74. Вот, собственно говоря, этот дополнительный фильтр для того, чтобы нам не брать вот такие вот сигналы, как 39, например. Я думаю, если мы здесь, да, вот даже вот такой вот поставим, вот этот сигнал 100% пропадет, да и большинство, наверное, вот этот пропал. Остался вот этот, вот этот, вот этот. Вот. Ну и вот эти вот хорошие сигналы тоже два подряд. Вот, опять же, чтобы у нас не было повторных сигналов, просто ставим паузу в парах, 5 баров, и у нас будет самый первый отображаться вот сигнал. Вот, и таким образом это служит как и дополнительными фильтрами, в том числе для моей системы Capital Booster. Вот, это дополнительный индикатор для фильтрации. Вот, так как и отдельным индикатором для сигналов. Например, эту историю можно спокойно настраивать на биржу Cryptorg, на CrazyBotов. Да, как только импульс пошел, вошли объемы, соответственно, после этого мы можем собрать очень хорошую волатильность, вот, и закрыть множество сделок. Например, любую, давайте вот эту вот посмотрим, и сделку, да, точнее свечу. На 39-м здесь сигнал пришел, да, на закрытие, после этого бар у нас на 8.54, да, если у нас, например, сеточная стратегия с тейк-профитом 0.5, вот, так как crazy-боты очень быстро работают на крипторге, мы как минимум здесь 16 бы сделок закрыли, вот, ну, а в целом, если по ограничению циклов ставить там тех же 20 или 30, я думаю, за вот этот вот весь период, за 15, вот мы бы спокойно 30 циклов и собрали. Да, 30 сделок бы закрыли, в том числе в этой свече, да, в каких-то волатильных свечах закрылась бы не там одна сделка, две, там, три, а множество сделок, вот, потому что график ходил туда-сюда, да, волатильность присутствовала. То есть это в том числе на повышение волатильности и в том числе на повышение объемов. Данные сигналы приходят. Вот, таким образом, данный индикатор, как я сказал, уже используем для фильтрации системы Capital Booster и в том числе для отдельной торговли, для ботов, crazy ботов, да, на бирже Crypto. Вот. Всем спасибо за внимание, всем профита, пока-пока.